Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на канале. И мы продолжаем нашу серию путешествий по Санкт-Петербургу. Как вы помните из прошлых роликов, крейсер «Аврора» дал свой знаменитый залп и начался Октябрьский переворот. Так вот, сегодня мы с вами побываем на этом легендарном крейсере, посмотрим его вооружение, опустимся в каюты, в трюмы, в общем, погуляем и узнаем о нем как можно больше информации. Расскажи про крейсер. Все расскажи. Это он сигнал к штурму Зимнего дворца дал. Из носового орудия. А я больше ничего не знаю. Не знаешь? Нет, не знаю. Слушай-ка, а про Аврору песни есть? Песня? Не знаю. Мы видим город Петроград в 17 году. Бежит матрос, бежит солдат, стреляют на ходу. Рабочий тащит пулемет, сейчас он вступит в бой. Висит плакат: «Долой господ, помещиков, долой!» Год назад уже, после нашего путешествия по Санкт-Петербургу, в одной из прямых трансляций мы объявили конкурс. Конкурс на канале заключался в том, что надо было ответить на вопрос, что связывает Пермь и крейсер «Аврора». Как оказалось, между ними есть прямая связь. К сожалению, за все время, за год, ответа не последовало. Ответа на этот вопрос не последовало. Может, кто-то из новых зрителей не знал, поэтому еще раз повторюсь, что просматривайте не только свежие видео, но и старые прямые трансляции, потому что много информации
в них заключено. И можете вот так вот пропустить конкурсы, а наверняка хотелось бы выиграть. Ну и вот ответ на конкурс. Одно из орудий было изготовлено на Пермском заводе. Так что приз остается у нас на канале. А так хотелось подарить его кому-то из подписчиков, так как специально был привезен из Санкт-Петербурга, с Ленинграда. Удачи в следующих розыгрышах! Скажите, пожалуйста, есть песни про Аврору? Про крейсер «Аврора»? Да. Нет песни про «Аврору». Крейсер «Аврора» был заложен в Санкт-Петербурге на судостроительной верфи «Новое Адмиралтейство» 23 мая 1897 года. А в 1900 году 11 мая был спущен на воду и вступил в строй боевых кораблей флота России в июле 1903 года. Название же крейсер «Аврора» получил по имени парусного фрегата, прославившегося при обороне Петропавловска-Камчатского во время Крымской войны в 1854 году. В период русско-японской войны крейсер «Аврора» совершил переход в составе 2-й Тихоокеанской эскадры на Дальний Восток. Это было в октябре 1904 по май 1905 годов. Крейсер «Аврора» принял боевое крещение в Цусимском сражении 14-15 мая 1905 года. Возвратившись на Балтийское море, «Аврора» длительный период плавал как учебный корабль, на котором проходили морскую корабельную практику гардемарины морского корпуса. А в 1906 по 1912 года крейсер посетил порты многих стран, а в ноябре 1911 авроровцы приняли участие в торжествах в честь коронации сиамского короля в городе Бангкоке, королевство Таиланд. В период Первой мировой войны крейсер «Аврора» принимает активное участие в боевых действиях на Балтийском море в составе 2-й бригады крейсеров, а в конце 1916 года ставится на ремонт в городе Петрограде. 1917 год. Экипаж «Авроры» активно участвует в февральских и октябрьских революционных событиях, а также последовавших за ними гражданской войне и отражении иностранной интервенции. В 1922-1923 годах одним из первых на Балтике крейсер «Аврора» был введен в строй и стал учебным кораблем, на котором вплоть до 1940 года проходили корабельную практику курсанты военно-морских училищ. Корабль вновь много плавает и посещает порты ряда зарубежных государств. В 1924 году корабль был награжден Красным знаменем ЦК СССР, а в 1927 году орденом Красного Знамени. С началом Великой Отечественной войны крейсер «Аврора» и его экипаж стали на защиту города Ленинграда. Сражаясь на дальних и ближних подступах к городу, авроровцы своим героизмом вписали славную страницу в историю своего корабля. В 1948 году крейсер «Аврора» был пришвартован у Петроградской набережной Ленинграда и до 1956 года использовался как учебная база Ленинградского Нахимовского училища. В 1956 году на «Авроре» был открыт корабельный музей, как филиал Центрального военно-морского музея. За 45 лет музей посетили уже более 28 миллионов человек. В 1968 году крейсер «Аврора» был награжден орденом Октябрьской революции,
А в июле 1992 года был вновь поднят Андреевский военно-морской флаг, символ морской мощи России. Это, конечно, малая толика той информации, которую можно получить при посещении музея. И самое интересное, что там вы все можете увидеть. В описании я обязательно дам ссылку на официальный сайт музея. Слушайте песню про Аврору. Притихший северный город, низкое небо над головой. Что тебе снится, крейсер «Аврора», в час, когда утро встает над Невой? Что тебе снится, крейсер «Аврора», в час, когда утро встает над Невой? Может, ты снова в тучах мохнатых, вспышки орудий видишь вдали, или, как прежде, в черных бушлатах грозно шагают твои патрули, или, как прежде, в черных бушлатах грозно шагают твои патрули. Волны крутые, штормы седые, доля такая у кораблей, судьбы их тоже чем-то похожи, чем-то похожи на судьбы людей. Судьбы их тоже чем-то похожи, чем-то похожи на судьбы людей. Ветром соленым дышат просторы, молнии крестят мрак грозовой. Что тебе снится, крейсер «Аврора», в час, когда утро встает над Невой? Что тебе снится, крейсер «Аврора», в час, когда утро встает над Невой? Что, друзья, вот и закончилась наша прогулка по легендарному крейсеру «Аврора». Мы прогулялись, провели на нем, вернее, более 3 часов. Вы, конечно, посмотрите это за несколько десятков минут. Очень увлекательное, интересное, вернее, увлекательное не то слово, конечно. Очень интересное и познавательное место. Рекомендую вам посетить этот крейсер. Ну а кому было интересно, отметьте, конечно, видео. Поделитесь с друзьями, чтобы они тоже могли совершить эту, пусть виртуальную, но увлекательную экскурсию. Напишите в комментарии ваше мнение о ролике. Ну и подпишитесь на канал, если еще не с нами, чтобы не пропустить наши следующие экскурсии по Питеру, потому что сюда мы еще не раз вернемся. Ну а я заканчиваю. До новых встреч. Пока-пока.